Bonjour, c'est Bon bonne nouvelle, le Bosch Interview connaît une suite, bienvenue dans l'épisode 2. Cette émission, on interviewe des gens en rapport avec la Russie ou les pays de l'Est en général, et quoi de mieux cette fois-ci que d'accueillir les Russian Village Boys, groupe de musique phare de la scène électro-rave actuelle. Cette année, ça fera une décennie que le groupe il existe, et j'ai donc demandé à Dima et à Denis de venir se poser par chez moi, en bord de falaise, tranquillou, pour discuter de leurs diverses expériences, de leur carrière en général, et bien sûr de leur évolution musicale. L'interview sera exclusivement en russe, et pour ça, petite annonce à vous faire, alors 2 secondes. Вы будете сейчас смотреть мое самое первое интервью на русском. Я говорю очень быстро с ошибками, пожалуйста, не обращайте внимания. Все, спасибо вам, погнали! Ребята, бонжур. Добро пожаловать в Нормандию. Я очень рад, что вы приехали в гости ко мне. Сегодня я считаю, что у нас будет очень важное интервью, потому что у вас уже 10 лет существования. Главный вопрос, как вы себя чувствуете сейчас? Как дела вообще? Дела супер. Мы выступаем каждую неделю по всей Европе, везде, вокруг. Путешествуем везде, выступаем везде, видим разных людей. Фестивали, клубы. Очень круто. Окей. Clubs, another clubs. Another clubs. Постоянно просто, да, как бесконечно. Ну не так, чтобы ломится, но да. Я хотел просто сейчас узнать вообще, как вы познакомились и откуда вы знаете друг друга? Мы встретились благодаря танцу Jump Style. В Санкт-Петербурге я танцевал, и была команда у нас Amazing Control Team. А Денис был в другой команде. И в одно время мы... Дима выкупил мой контракт. Теперь все. Мбаппе. Сначала было вы встретились, потому что из-за джампстайла, да? Да, ходили, ездили в один зал, в Дом культуры, там в маленький, там прыгали, либо где-то на улице на сходках прыгали. В итоге встретились, заобщались все, там компашка была, человек 10. И в дальнейшем просто так и остались друзьями и ближе стали контактировать и что-то делать вместе, уже начиная с команды. Вы думаете, что сейчас джампстайл это до сих пор популярно, как 15 лет назад, или не совсем? Есть какое-то новое движение поколения в джампстайла? По-другому стало, просто по-другому. Раньше это было более соревновательное, и мы на ютубе благодаря этому держали комьюнити. То есть все снимали видео на ютуб, соревновались, делали лиги на форумах. Да. И также, например, мы ездили в Киев на Украину. Серьезно? Там у нас много друзей, да, в Украину, я прошу прощения. Это как раз был 2012 или 2013. Там были офлайн такие соревнования, чемпионаты. Человек 200-300 собиралось, и там с разных стран, с Польши некоторые, там, с Италии мог кто-то приехать. Но в основном русские и украинцы, и... Да и все, все, да. А сейчас это больше ТикТок, больше, ну, менее серьезно к этому относится, а больше как пофаниться, попрыгать, повайбить. Из-за того, что вы создали песню, которая сейчас очень популярна, «Текстайл», кто вам написал, сказал, что спасибо, ребята, я сейчас танцую на джампстайла из-за вас как-то. Да, такого много. Очень круто, мы вообще в текстайл вложили такую, что делай, что хочешь, танцуй, как хочешь, неважно, главное, Все, прыгай, учись, да. Какие у вас были учебы до Russian Village Boys? Кем вы были? Чем вы занимались? Какие работы? Я учился на историка. Историка? В университете. Да ладно? Да, я учитель истории. Окей. И получилось работа с тем? С кем? Нет, у нас сразу же начала работать музыка и все. Как только я закончил. А ты, Дима? Я троечник, учился в колледже на фотографа. Ну, дальше вот я в 20 лет закончил где-то, и дальше я посвящал себя много работе, а потом много музыке. Я так понял, что ваш проект начинался в семейной даче. На канале YouTube есть разные видео, где вы тусуетесь на даче, и так появился проект. Для тех, которые не знают, что это дача, для иностранцев, как жизнь в даче? Ну, это домик. Обычно в России дача – это место рядом с большим городом. Люди могут там построить себе дом, жить. Раньше его в советское время выдавали бесплатно, потом у кого-то это осталось, кто-то покупал. То есть у людей есть загородный дом. Они туда ездят по выходным, чаще всего летом, но иногда и зимой. Люди там просто отдыхают. Но у нашего друга Артема была дача, на которую его родители никогда не ездили. И они ему сказали, можешь делать все, что хочешь. И он собирал друзей, и мы ехали, и каждые выходные... Мы учились там в школе, в университете, но каждые выходные мы созванивались и ездили туда тусить. Поэтому вы создали, если я не ошибаюсь, самый первый клип называется «Do Like Russian». Do like Russian, do like Russian, do like Russian, village boys.
Вы же знали или нет, что в этот момент была какая-то международная аудитория, которой нравятся такие русские смешные стереотипы на видео? Как вообще раньше сделал Little Big? Да, подозревали, конечно. Мы не знали, как это получится, но мы знали, что такое есть, конечно. Если не секрет, Little Big, они вас вдохновляли или не совсем? Да. В начале пути особенно. Да, конечно. мы с них как бы начали, мы ими вдохновлялись, мы смотрели их клипы. И вы пытались потом, когда у вас стала популярность, пообщаться с ними, что-то сделать? Мы пообщались, да, с ним разок. Ну, типа с Ильей мы встретились на фестивале. Мы ему сказали, кто мы, он такой, прикольно, и все. И все. Какой лучший рецепт создать музыку песни Russian Village Boys? И, кстати, кто напишет текст и кто создает музыку? Мы все вместе делаем. Как бы Дима больше по музыке, я больше по текстам, но когда Дима делает музыку, я ему помогаю делать музыку и наоборот. Мы всегда все меняем, и в конечном итоге, в любом случае, каждый трек, который ты услышишь, у него приложены обе головы, и уже в конце принято решение совместное, что да. А раньше был Максим в команде, я помню, он тоже вам помогал создать в музыке либо текст, либо тоже песни? Насчет музыки не совсем, но он всегда был, так сказать, нашей правой рукой и очень хорошим другом. И его роль была концертный диджей, когда мы уже именно начали выступать. А до этого он всегда участвовал в наших видео, всегда с нами, то есть за весь движ, за исполнительность. И, кстати, когда мы слышим ваши альбомы, мы так заметим, что есть такие разные музыки, потому что сначала все думают, что вы группа хардбаса. У вас такая эволюция, что у вас такие разные музыки, так интересно, что либо хардстайл, либо даже фонк, можем слышать рэп и даже панк-рок, металл, я даже заметил в последнем альбоме Will Education, да. Как вы можете себя как... Охарактеризовать? Да, как будет охарактеризовать себя? Как? Одно и то же делать скучно, как минимум. Когда наслушанность есть, хочется все время нового, пробовать. Увидеть себя в этой роли. Потому что мы очень много разной музыки слушали. Да. И, естественно, когда ты слушаешь, будучи ребенком, ты все время представляешь, а как я бы вот это вот делал. И какая музыка вам больше всего нравится заниматься? Электронная. Либо хардстайл, либо геймер. Нет, сложно, да? Потому что мы артисты электронной музыки, я думаю, нас так можно охарактеризовать. Иногда куда-нибудь заходим, там, гитарку какую-нибудь, но в целом электронная. На какой момент Russian Village Boy для вас стал очень серьезным работа или дело? Была какая-то песня или клип, который вам поднялся в топе или как? Да. Это какой момент, помнишь? Первый момент такой прям сильный, это скорее Love Netherlands. Это такой старт, это такой старт, который дал нам уверенности в том, что мы должны продолжать делать. Но мы все еще работали на работах официантами в это время и совместно делали музыку. Это было сколько лет назад? 6. А вот уже с диджей Блятманом, когда появился песня «Сука, блядь», вот с этого момента уже начало пониматься, что мы, так сказать... Это стало серьезно. Да, это стало серьезно. И потом еще была новая песня «Textile». Много вам знает с этим песней, правда? Да. Да, раньше нас ассоциировали, все время говорили «сука, блядь, сука, блядь, сука, блядь». Сейчас уже как-то это все меняется, и прикольно. То есть хорошо, что это меняется. Да. Потому что один стереотип оставлять после себя довольно грустно. Russian Village Boys! We're so proud to be there! Thank you for being here! And let's party!
Как там говорится? Je t'aime. Moi aussi, я тоже. Я тоже. Merci. Вы помните ваш самый первый концерт? Это было когда и как? Какой именно? Есть у нас один. Да, но есть один в России, а есть один Да. за границей. Давайте один в России, один на границе, да. Расскажите, я хочу все знать. Давай, расскажи про русский. Да, в России у нас был концерт, мы делали еще буквально, наверное, в 2017-2018 году, где-то тогда. Не, 16-17. 16-17, да? Вот, и мы просто собрались, сделали группу ВКонтакте, у нас были два чувачка, которые организовали все это, и в итоге все вышло так замечательно, что на концерт пришел один человек. Но мы дали охуенный концерт этому чуваку, он нас поблагодарил, он сказал, что парни, вот, блядь, все бы так для одного человека могли выступать, вот просто. Это было круто. А голландский у нас был... Нас вот пошла, сука, блядь, I love Netherlands, и нам написал чувак, он говорит, я делаю тусовку в Голландии, в Денах, и он позвал нас туда, но он сказал, ну, денег на вас нет, это будет бесплатно, и это будет 30 минут в 5 утра. Мы такие, супер, едем. Мы сидели с Димой, пили водку на кухне всю ночь и думали, вау, мы теперь едем в Голландию, нам было пофиг, что это даже... Полчаса выступать в 5 утра. Это было прям чудо чудесное, прям, не знаю. Да, Знаешь, это как будто было бы супер. открылся новый мир для тебя, новые возможности, и ты должен туда прыгать. И вы сразу любили Голландию, да? Да, но мы Она любили еще даже до приглашения, то есть Вы раньше были в Голландии, да? не Нет. были. Но мы именно культурно, так сказать, через музыку Да, потому что сначала, если я понимаю, вы слушали очень много хардстайла из Голландии, да? тоже, да. Да, и еще мы слушали Босс Ван де Битс и Мистер Польска. И сейчас вы можете выступать музыку с ними, да? Мистер Польска, да? Да. Да, у нас есть У треки нас с ним. уже 3 совместных трека, очень рады. Он клевый, он очень творческий, пиздец какой творческий чувак. Вы в детстве, да, слушали его, и потом выросли, и сейчас познакомились с ним, и все, как получилось, как мечта немного, да? Да, Да, это- причем это произошло в 2018 году еще. То есть тогда, когда вот только начало все серьезным быть, и как раз в этот момент, первые наши поездки, мы следили за ним в Инстаграме. Да, Дима ему много сталкивали. писал Я ему в Инстаграм. И однажды он ответил на нашу, так сказать, сторис, где он танцевал под хардбас. И он такой, давайте, приезжайте. А мы такие, мы в России, надо ехать. It's a crazy Molotov, you need to try before you die. Village Gang — это ваш лейбл, это еще как команда, состояние душ. Комьюнити. Комьюнити. И кто может участвовать в Village Gang? Любой артист или как? Да, любой. Есть какие-то границы на музыку или не совсем? Ну, немножечко, Не, конечно, нам, как нам хочется. должно это понравиться, и тогда это может там быть, да. Надо, да, вот этот наш village vibe держать. Мы отличаемся тем, что мы как раз не лейбл, а мы как больше вот какой по-старому, если это как телеканал какой-то раньше, что ты хочешь себя проявить, попромоутить, ты через с нами работаешь, скидываешь и все. Даже есть там диджей из Бразилии, если я помню. Да. Если кто-то хочет, пишите, и мы обязательно ответим, послушаем ваши песни, миксы или посмотрим ваши видео. И если вы захотите их залить, обязательно обращайтесь к нам. Поняли? Вот и все. Passe pas ta vie dans un bureau, viens foutre la merde dans un pogo. Viens foutre la merde dans un pogo. Я хочу говорить про Ларису. Она очень важна в проекте Russian Village Boys, потому что мы ее видим на клипах, и даже она как-то графист-дизайнер, если я так понимаю, да? Чем она именно занимается? Ну, она как бы и не член, и член одновременно, то есть нашей группы, типа нашего сообщества. Она, то есть, всегда там мне подкидывает идеи, я потом там с ними иду к Диме, там, ну, в общем, такое бывает. Ну, иногда она что-то делает для нас, она делала нам мерч, дизайн, она занималась магазином мерча. Обложки. Обложки, да, очень много чего. В общем, всегда помогает, всегда на подхвате. То есть, да, в клипе сняться. Одеть нас может. К сожалению, она не с нами сегодня, но скажем привет. Да, привет, Ларис. И еще, кстати, ее мама, она выступала в вашей клипе, ты Да. сказал, да? Правда? Все так. Она согласилась сразу, да? В спортивном Да. костюме. Вы так сняли очень много клипов. На каким вы самые больше всего горжитесь? Какой самый лучший для вас? Не хочется выделять. Потому что есть, например, клипы, которые мы сами делали, так вот. Да. Что-то типа «Суки, блядь». Вот, и он по-своему крут.
Текстиль по-своему крут. И над каждым, да, просто уникальный объем работы. То есть какой-то, может быть, меньше работы, но больше выхлопа, но все равно ты приложил там определенные усилия. А бывает, что ты трудился вообще очень много, несколько дней съемок, монтажа и всего, а он как бы не зашел, и о нем мало кто знает. Но мы его очень любим. Ну, таких много разных. Success, например, такой. Мы там 18 часов зимой. Мы рано утром начали и закончили в 4 утра на улице. Ой, там... Ужасно. Да? Это зима. Вообще, зима. Например, я больше всего обожаю это Гейбер, клип Гейбер, да, Габер, ну как, я скажу Гейбер, извини. Звучит странно, ну Габер. Мы знаем, что такое. Для вас этот клип был сложно поснимать или нормально? В этот раз нам было проще, потому что это была команда именно там знакомых чувачков, которые взяли там, арендовали технику. Мы созвонились там с музеем стрит-арта, это вот в Питере локация. Нашли машины, то есть все это организовали, но в целом по съемке мы не парились. Есть такой танцор-гопник в песне, в клипе «Сука». Это кто? Мы его знаем уже давно, там мы его видели в интернете 1000 раз, но я не знаю, кто он. Вы скажите, пожалуйста, это кто вообще? Это Скоро, из Космо и Скоро. Из группы, да? Да, и он же из того самого мема, человечек из самого первого мема про хардбас, где они все танцуют. Вот. Он также... Он не изменился. Он не изменился. Реально, 10 лет прошло, он не изменился. У вас было два важных фичеринга, один с Джимми Попом и Диджей Пол. Как это получилось? Они подошли к вам или вы подошли к ними? С Джимми Попом вообще какая-то мистическая ситуация чуть-чуть, что просто мы однажды с Дэном как-то перекинулись, что давай сделаем, про наших отцов, так сказать, прикольный какой-нибудь панч. Как-то в голове крутилось, что там должен быть голос Джимми Попа, потому что вот прям это его стиль. И как-то забилось все. А через полгода я что-то начал интересоваться, а где вообще Джимми Поп, как его найти в интернете. Он нигде не сидит, кроме Твиттера, как оказалось. Понятно. Но однажды я зашел в Твиттер и увидел, что он на нас подписан. И я этого вообще не ожидал. То есть ты просто своего там одного из любимых артистов решил посмотреть, а там он на вас подписан. Нажимаешь такой... Это правда. И мы списались, и он говорит: да, ребят, я еще с Инстабэби вас смотрю, я ваш фанат. Он знает многих по имени, даже тех, кто просто с нами тусовался на даче. Bonjour. Мы однажды решили постримить на даче в экстремальных условиях зимой. И мы пили просто водку и стримили в Facebook, вели себя просто как пьянчуги. Да, и все создали. А он влюбился и посмотрел, и все. Диджей Пол, вы его познакомились, как это появлялся? Мы сделали трек Габеру, и он как-то до него дошел. Он просто знал, что есть русские ребята, которые сделали прикольный трек. Он это лайкал, да, там, но мы не общались ни на что. Мы ему просто писали, и однажды он там все отвечал. Было очень красиво, кстати, извини, что перебил. Мы ему написали: Пол, как насчет того, чтобы сделать что-нибудь вместе? И он написал: давайте поговорим в 2021 году, вроде так, да, он написал. А он что-то сказал, что-то maybe next year, и в начале следующего года он сразу же написал. Вот. Он ради клипа приехал в Венгрию к нам на концерт. Потому что в Венгрию еще тоже, потому что нас не пускали в Европу из-за ковида, а Венгрия пускала по русской прививке. Серьезно? Ну, мы просто сделали прививки от ковида, но с ними пускали только в Венгрию. А за день до этого нас в Чехию не пустили, и мы ночевали в аэропорту в Чехии. Потом полетели обратно в Москву, нас, так сказать, не депортировали, а мягко депортировали. И с Москвы мы полетели в Венгрию. В какой стране вам больше всего слушаете, да? В Германии нас больше всего слушают. Да. И Франция, наверное, потом идет. USA, Франция там, да, вот где-то так. Но Германия прям ощутимо больше. В России сейчас так меньше, чем раньше, да? Меньше, чем раньше, но и всегда было очень мало. Ну, мы могли сделать в Москве там концерт на человек 500, в Питере на 300, но... Просто это не была какой-то целью. Да. Видно, что мы не очень на русскую аудиторию работаем, но мы рады русской аудитории. Мы видим, как нас поддерживают в комментариях, часто пишут, и мы это очень ценим, потому что приятно, когда
на родине тебя тоже все равно поддерживают и любят. Да, есть кто еще, понял наш вайб. Мы выступали для одного человека, это уже для нас поддержка. Так что о чем речь? Я знаю, что вы фанаты New Kids Turbo, как и я. И я так видел один раз в соцсетях, что вы познакомились с главным актором. С двумя. Как это произошло? Расскажите. Как бы тут история такая, что мы заочно уже были знакомы из-за того, что однажды мы с Русланом сняли клип с зеленым Opel Manta, как из... Да, мы в России нашли. В России, да. И они увидели эту фотку и тоже подлайкали такие, посмотрели. Ну, и они тоже поняли, что мы музыканты какие-то. 1,5 года назад мы были на фестивале Паспоп, в Голландии происходил. И мы перед выступлением идем вот уже выступать, так сказать, и видим, что они там двое стоят. Мы в шоке, что происходит. А вы же не знали, что они там? Да, и они такие, мы вас сейчас объявлять будем. Такие, что? И они вышли на сцену и начали сначала как New Kids Turbo в роли общаться. Эй, Юнга! Потом за кулисами там дали пятюли такие, парни, круто, все. Ну, для нас это было счастье прям вообще. Вы были в Масканте, да? Да. Нас Пол Элсток возил туда. Он как батя, он как отец. Мы еще посадил нас в машину и отвез. Отвез, прогулялись. В Макдональдсе покормил, как детей. Всем все раздал, вообще. Показал город как музей, да. Пол Элсток чудесный человек. Вот такой. And make some noise for the next DJ, TNT! Сейчас хочу говорить про Францию. Сейчас находимся во Франции, конечно. Французская аудитория, она как отличает, чем другие аудитории? Отличается, да? Отличается, да, извини. Французские рейвы, мне Диме тоже очень нравится. И люди реально сюда приходят просто тусить. Не выплескивают там накопившийся какой-то стресс или что-то. Они просто приходят тусить. И это очень видно, они всегда на расслабоне, особенно на юге. А вы помните, какой концерт был самый лучший во Франции? На каком городе? Если бы не Руан вчера, да, точно, ну... Это был вообще... Для меня лучше, наверное, был последний, который в прошлый раз был. То есть который Up to Insane фестиваль. Какие у вас французские исполнители, которые вам вдохновляют? Французские? Да, французские, да. Если не Союз и Куль, потому что вы их знаете, да. А есть еще какие-то другие? Мы Секси Суши слушали давно, Виталик слушали. Виталик, да? Да, Виталик клевый. А с кем-то вы хотели сделать фичеринг, если возможно? Из таких old school или... О, любой, мне все равно. Один из Франции, просто который... Прям мы должны заниматься музыкой с ним и создать песню. Хардбас со Струмае. Хочу немного анекдота о Франции, пожалуйста. Есть что-то, которое вам больше всего... Вы больше всего запомните? Не знаю, там может быть место, ситуация, блюдо, не знаю. Простая, смешная, что я пару раз пытался просто поесть бургер во Франции, а в итоге это был не бургер, это было что-то без хлеба. Почему-то во Франции есть такая... В некоторых ресторанах особенность не класть хлеб в бургер. Ну, да. Ребят. Но и на юге мы довольно еще пока мало были, только в Марселе и то проездом. Не, мы были Безье. Вы с удовольствием приезжаете сюда? Да. Я вспомнил, Дима приехал первый раз на юг Франции, походил 1 час без футболки и потом до сих пор красный. Блин, точно, это было Монпелье. У него уже год не сходит загар от Монпелье. Причем местами я намазал где-то, а где-то нет крем. И в итоге
Там, где мазал, прям видно руками белое, все, а все остальное красное. И этот загар не сходил, ну, наверное, месяцев 8. Вот тебе сувенир, да. Да, хороший сувенир. Когда я был на концерте с вами год назад в Париже, ты, Дима, был в России в этот момент, после концерта сразу мне подошла ко мне девушка, и она мне спросила, если для вас, как русские исполнители, вам сложно поиграть в Европу на концертах. В этот момент, как была для вас ситуация, когда все началось, ситуация с Россией, с Украиной, да? Вы как, вам было сложно или нет путешествовать? И... Ну, первое время чуть-чуть сложно, но именно у нас в голове это было сложно еще. Ну и нас первое время чуть-чуть еще все-таки спрашивали иногда, тоже сомневались. Сколько времени у вас не было концерта после... Они были сразу. Были. Как только мы уехали в марте 22-го, у нас сразу же начался большой тур. Они были запланированы уже заранее. И мы поэтому уезжали, нам надо работать. Нам надо... С визой были проблемы? Огромные, да. Мы только через 2 года ее решили. С визой это вообще жуть. Было сложно, но мы там считали дни, чтобы можно было находиться в Европе. Вот выезжали, Диме пришлось выехать. А так было сложно, но нам очень нравится, что люди нас везде принимали, и все всегда были рады нас видеть. Они вселяли уверенность, что все нормально. Вы можете играть в России? Или не хотите, или просто невозможно для вас? Вы же живете в Берлине сейчас. Да. Мы дать концерт с удовольствием хотим, но возвращаться в Россию мы пока не хотим. Какие у вас самый любимый исполнитель в любой жанр музыки навсегда? Дима, это кто для тебя? Самый лучший? В детстве меня жестко разъебывала Сум 41. Но она больше такая страдальческая немножечко все-таки. Местами веселая, а местами такая, на подумать, на депрессию. Но да, она на меня повлияла. А тебя, Денис, сложно ответить, да? Очень сложно. Ну, первое, что на ум пришло, Bring Me The Horizon. Я их всегда слушал. И сейчас, если включу, я буду рад их слушать. В этом году еще есть какие-нибудь планы? Пожить, живем. А с музыкой, с клипов еще что-то будет? Поживем, увидим, поработаем. Вы будете играть один раз в Тандердом или нет? Мы не знаем. Это вопрос к Тандердому. Но мы не настолько, так сказать, у нас не настолько жесткая музыка, чтобы на целый час прям вот так вот это сделать. Все-таки там это надо прям 100% хардкор выдавать. И мне интересно, как они к лайв-эктам относятся? Нормально? Мне кажется, в формате 10 минут, если нам выйти, да, как гости, вот в таком формате они могут нас позвать. Потому что если захотят, пусть пишут. Тандердом. Последнее слово на французском и перестанем снимать видео. Скажите что-нибудь на французском. Putain, merde. Bonsoir. Et ben voilà mon copain, la vidéo se termine, faut bien que ça s'arrête. Vu que je poste des vidéos une fois tous les 36 du mois sur cette chaîne, je t'invite en fait à aller me rejoindre directement sur Instagram puisque c'est le réseau que j'aime bien et sur lequel je suis le plus actif. Instagram c'est sympa, donc viens sur Instagram. Si t'es resté jusqu'au bout, merci à toi et à la prochaine.